Всем здравствуйте! Сегодня у нас в ремонте Шкода Октавия с боковым левым ударом. Авария произошла зимой во время гололеда. Два автомобиля двигались навстречу друг другу, каждый в своей полосе. Сильный порыв ветра сорвал с дороги Ford Fusion, его выкинуло на встречную полосу, и со Шкодой они столкнулись бочинами. Так выглядит Шкода после этой аварии. Сильно пострадала водительская дверь, задняя дверь, забито вовнутрь крыло. Колесо, естественно, стоит задняя уже запаска. Потому как верх дверей выперло наружу, понятно, что средняя стойка забита вовнутрь. Это видно в проеме передней двери на складках порога. Ну, соответственно, и передняя стойка тоже внутри. Начинаем разбирать автомобиль, готовим его к ремонту. Так выглядит разобранный кузов уже на стапеле. Порванный металл на передней стойке, вся она пожевана. Складка на пороге, выкручена и вдавлена вовнутрь средняя стойка, особенно нижняя ее часть. Порог сломало, он стал полукругом. Появились большие складки в проеме задней двери. Крыло достаточно сильно забито вовнутрь. Много складок на пороге, которые говорят о деформации кузова. Вытягивать автомобиль начинаем с заднего крыла. Тащим его наружу, молотком помогая металлу выпрямиться. Ведь нам нужно вытащить брызговик и распрямить складки, потому что брызговик мы будем менять частично. Крыло, соответственно, будет меняться целиком. От заднего крыла переходим к средней стойке, вытаскиваем низ, подстукиваем молоточком, помогая металлу. Также простукиваем порог через брусок. После вытягиваем низ передней стойки. Опять снимаем заднюю дверь, накидываем цепь внизу стойки, тянем стойку еще наружу. Сейчас на видео видно, как низ стойки выходит наружу, а верх стойки садится чуть-чуть вниз. В связи с тем, что стойка полукругом, вытаскивая низ, мы возвращаем стойке нужную форму. Именно поэтому нельзя было, например, взять какое-то правило с правой стороны, вертикально его поставить, снять размеры с правой средней стойки и перенести на левую. Это очень сложно сделать на такой форме, поэтому приходится подтягивать, прикидывать дверь, смотреть по зазорам. Выставив обе стойки и вытащив брызговик на заднем крыле, переходим к донору. Вот такой донор привез нам клиент. Донор в идеальном состоянии. Хотелось бы обратить ваше внимание на усилитель порога. Он сделан из трубы. Труба крепится спереди порога и сзади. Концы этой трубы загнуты как клюшка. Это говорит о том, что эта труба работает на скручивание, как торсион, добавляя жесткости кузову. На каких-то других автомобилях я такого усиления не встречал. Деталь отрезана именно так, как нам нужно. Размещаем и отсверливаем.
На доноре сверлим достаточно смело. Ничего страшного, если где-то сверло пройдет насквозь, так как нам нужна будет лишь та деталь, которую мы отделим. В то время как на кузове сверлить надо будет аккуратно, чтобы избегать сквозных отверстий. Соединение брызговик-крыло мы, как всегда, оставляем заводским и нетронутым, поэтому брызговик отрезаем с запасом, для того, чтобы его захлестнуть на брызговик, который у нас останется на кузове. Подогнав размер донорской детали и приварив подкладки под будущие швы на стойки и пороги, накидываем крыло на свое место. Фиксируем его на саморезы, накидываем двери, проверяем зазоры. Так выглядит кузов перед обваркой. Подгоняем кузов и донора в одну плоскость и прихватками в разбежку начинаем обваривать.
Забегаем чуть-чуть вперед, делаем прихватку, возвращаемся назад, обвариваем, подходим к этой прихватке, опять уходим вперед, прихваток на 5. И так по всему дверному проему. Хотелось бы поподробнее рассказать про швы на плоскостях на примере задней стойки. Сначала делаем короткие прихватки на расстоянии 2,5-3 см друг от друга. Потом маленькими швами соседние прихватки провариваем. Пока металл в этом месте остывает, уходим немного вперед. Также провариваем маленький шов еще между двумя прихватками. Пока там металл остывает, возвращаемся к первому шву. И так перебежками провариваем весь шов, не спеша, давая металлу остыть. В противном случае будет сильная деформация, и даже рихтуя споттером сложно будет вытащить металл наружу, либо забить шишку, так как под швом находится подкладка, которая усиливает этот шов. И вообще работа с кузовным металлом достаточно специфична. Варить надо, постоянно перемещаясь вперед-назад, плавно нагревая металл, так как перегревать его нельзя, поэтому нужно быть максимально аккуратным и внимательным. Так кузов выглядит после обварки, с накинутыми дверями, с закрытой крышкой, с вытянутым порогом, с отрихтованным. Места сварки забрызганы грунтом. Ровные зазоры по капоту, крылу, фаре, бамперу переднему. Ровные зазоры между дверьми. А так автомобиль выглядит после нашего ремонта. Он покрашен, собран, все зазоры ровные, соответствуют заводским. Хоть красили и серебром, хорошо постарался колорист, все детали покрашены в стык, обошлось без перемывок. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Я надеюсь, вы потратите 1 минуту и что-нибудь нажмете под видео, и что-нибудь напишите в комментариях. Для любого автора видео это лучшая благодарность. Мы переходим к следующему автомобилю. До новых встреч!